Всем привет! У нас опять новый сосед пришел. Все приходят. Вчера чисто рыжий был, сегодня белый. Все, которые приходили в том году, опять начинают приходить. Баксик сидит на стреме. А я сегодня хочу в интернете, как обычно, подсмотрела, как делают домашнюю шаурму. Вот. И решила себе попробовать. Ну, как попробовать? Там для начала нужно приготовить мясо. Ну, там готовится мясо, нужно свинину, говядину, баранину берут. Вот, нужно дольками нарезать. Я сейчас покажу, как нарезать. Но у меня такого мяса нет, у меня только куриное филе. Сейчас тут намешаю разные приправки. Тут немножечко майонеза, вот этот соевый соус для курицы. Вот. Тут еще у меня целая куча разных приправок, что подобавляю, намешаю, а потом буду резать уже такими слоями мясо. Покажу как. Так, ну вот я намешала разные приправки, потом буду макать и в кастрюльку складывать. А теперь буду резать филешку. Так, вот такими тоненькими. Что, Баксик? Можно небольшими даже, как получится. Как на отбивные. Не порезаться еще. В общем, понятно. Баксик со мной, как всегда. Так, ну я вот порезала. И теперь вот эти кусочки буду хорошо в приправке смачивать и складывать в кастрюльку. То есть, извиняюсь, надо не в кастрюльку. Ну, в принципе, пусть сначала в кастрюльке они полежат, промаринуются. А потом нужно будет в такой пищевой полиэтилен и делать как колбаской. Пусть пока. Вот так. И остальное точно так же порежем. Ну, вот так вот я все сложила. Сейчас хотя бы часик постоит, немножечко пропитается, промаринуется, а потом уже буду упаковочную эту слаживать. Забываю, как называется. Угу. Ну, короче, вот такой полиэтилен такой. Баксик все следит за котиком. Да? То за одним, то за другим. Вот. Раковину не могу помыть, вода опять вот по ниточке идет. Сейчас, наверное, остановится. Нужно будет переключать на станцию. Вот, ну, все. Вспомнила, как она называется. Упаковочная пленка. У меня, как начинаю что-то рассказывать, у меня сразу пропадают слова. Забываю, как все называется. Так, ну все. Курица наша настоялась. Вот. Сейчас разворачиваю эту упаковочную ленту. Так. И буду накладывать. Сейчас я отрежу. Кто-то ведро с кормом мучает, да? Зачем завалил? Ты только кушал. Так. Ну и вот так складываю. Ой. Так прям горкой. Сейчас будем закручивать. Вот так надо, чтобы колбаска получилась. Только что-то у меня много. Наверное, на 2 части придется. Сделаем точно так же, но на 2 части. Сейчас я разложу. Ну, вот так я на 2 части разложила. Делаем вот такой колбаской.
утрамбован хорошо. Внутри есть тут крепление. И потом вот эти колбаски, да баксик. Ну что ж такое? В морозилочку. Я не сегодня буду делать, а как-нибудь, когда соберусь, покажу. Как потом оно мерзло, его нарезаешь, и оно получается, как будто бы с вот этого сверкела снимаешь, мясо обрезаешь. Ну, надо поджаривать, тушить. Ну, по крайней мере, так я смотрела, видела в видео. Как у меня получится, не знаю. Это надо еще лаваш купить. Вот, и попробовать. Так, ну вот, одну колбаску я уже сделала. Точно так же сейчас и другую. В общем, вы поняли. И в морозилочку мы складываем. Добрый день, друзья. Дима занимается. У нас на улице там катастрофа несусветная происходит. Такой сильный ветер, ужасный, прям порывами. Сейчас вот ничего, а потом как завьюжит. Прям так сильно, аж все цветы мои падают. Гляньте, как сильно прям. Там на крыше аж что-то шурудится, чтоб крышу еще шифер не сорвало. Это будет радость. Сначала ждем дождика, а потом будем просить, чтобы не пошел случайно. Там уже цветочки надо будет выйти на огород, показать уже. Вот-вот хризантемы распустятся, и бордовые, тут розовые, желтые, оранжевые там дальше. Ну, беленькие уже я почти все пообрезала, там пару веточек осталось. Выйду попозже, покажу. Дима занимается, а Баксик там на кухне в окошко сидит, смотрит. Листочки летают, а он думает, как птички, прыгает на них. Сейчас пойду посмотрю, что он там делает. Что, ты отдыхаешь? Отдыхаю, пока к Баксику схожу. Да, иду. Вот он. Что? Глянь, какой, да? Какой ветер. Ух ты. Все срывает. Что ты так внимательно смотришь? Не бойся. Маленькие листочки там. Ветер продолжает. Все сносит, с ног сбивает. На улице надо кирпич в карман ложить, чтобы не унесло. Баксик под такой шумок спит, а я здесь буду рассольник варить. Вот. Бедрышки мяса обрезала, это плов буду делать. Ну или плов, или рисовую кашу, как получится. А косточки как раз для бульона на рассольник пойдут. Это огурчики у меня свои, которые я закрывала бродячими. Это на зажарку лучок порезала. Ну и морковочки, которую на терку терла. Еще тут достала морковки побольше. Я буду делать зажарку в одной сковородке. И для плова, и для рассольника. А это у меня шкурочку я содрала с бедрышек. Шкурку не ложу. Все, рассольник я сварила. Я варю
с перловкой. Ну, иногда рис добавляю. А это сейчас с перловкой. Перловка очень полезная крупа. Пахнет так хорошо. Диме, конечно, не очень нравится перловка, но кушать надо. И вот такая рисовая каша, скажем так, не плов, а больше рисовая каша. Ну, Дима все равно сухое не сможет кушать. Сюда, видите, пасту я сюда не добавляла. Это я добавляла куркумы. И кашка вот такая желтенькая. А сейчас я хочу выйти на улицу, как я вам и обещала, показать цветочки поближе, которые уже распускаются. Но там ничего сказать не смогу. Ветер так сильный продолжается, поэтому только посмотрим. Друзья, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы приходили оповещения о наших новых видео, и поделитесь у себя в социальных сетях. Вам это не сложно, а нам это поможет в развитии канала. Спасибо всем за участие и поддержку. Друзья, что-то страшное. Это вообще такой ветер. То, что я показала, это как раз вот с крыши слетел у нас шифер. Соседка сверху говорит, это не один. Там их, по-моему, 2 или 3 слетело. Ну, такой ветер, возможно, еще слетят. Так что, она говорит, завтра пойдет в ЖЭК, спросит, к кому обращаться, чтобы хотя бы дали рабочих, кто мог покрыть крышу. Вот шифер уже свой, может, скинемся на несколько шиферин. А в подъезде мужчин нету, который может сам залезть, допустим, сделать. Только надо, чтобы специалист. Ну, теперь только, то я же говорю, просили, чтобы дождь шел, а теперь будем молиться, чтобы не пошел дождь. Иначе до самого 1-го этажа, до подвала все
прольется, если нет шифера. Ой, если не одно, то другое.